Друзья, всем огромный привет! И как вы, наверное, уже обратили внимание по заставке и по обложке к этому видеоролику, у нас сегодня с вами на разборе кинематографичная тонировочка фильма «Отряда самоубийц». И мы с вами будем ретачить клевую фотографию замечательного фотографа Евгения Лемишевского из Владивостока, который любезно нам предоставил свои исходники для такой обработки. Итак, фотографию, с которой я буду сегодня работать в этом видео, ты сможешь скачать по ссылке в описании к этому ролику и присоединиться к обработке вместе со мной. И если мы обратим внимание на тонировку этого фильма, то она в разных кадрах, в разных сюжетах немного разная. Но мы выделим одну из них, там где Харли Квинн. И как правило, эти кадры, они более такие холодные. Ну да, речь ведь идет о хладнокровных убийцах. Основные цвета, которые мы наблюдаем в этом фильме, это синие, голубые, циановые, фиолетовые, красные и, конечно же, розовые. И сегодня мы с вами вот из такой фотографии получим вот такую. По-моему, неплохо, да. А если мы с вами посмотрим на постер к фильму «Отряд самоубийц», на котором изображена Харли Квинн, то мы с вами, конечно же, легко заметим легкие синие цвета в тенях и нежные розовые, фиолетовые в цветах. И эту тонировочку мы сегодня с вами повторим Lightroom. Давайте не будем терять времени и поехали. Если ты хочешь стать обладателем пресетов уровня Pro и вместе с этим поддержать развитие канала Art Photo Life, ты можешь приобрести эксклюзивные наборы авторских пресетов со скидкой аж 65%. С примерами обработки пресетами можно ознакомиться в моем Instagram. Нужны подробности? Напиши мне в чат Instagram, и я отвечу на все твои вопросы. Все ссылки в описании. Выведи ретушь своих снимков на новый продвинутый уровень. Итак, друзья, я эту фотографию выбрал неспроста. Как мне кажется, что здесь модель наиболее похожа на Харли Квинн. Итак, друзья, мы с вами делаем кинематографичную тонировку, поэтому светящиеся белые области будем прижимать. Итак, начинаем со светлых областей. Удерживайте кнопочку Shift, когда двигаете ползунок, так ваши движения будут более плавные и точные. Итак, светлые области я делаю на минус 70. Дальше мы прибавим информацию в тенях, для этого ползунок тени двигаем вправо и остановлюсь я, пожалуй, на значении 65. Теперь давайте приберем белый. Точку белого подвинем влево, где-то примерно, наверное, на минус 11. И сделаем с вами фотографию поконтрастнее. Точку черного уведем посильнее влево, где-то примерно на минус, наверное, 65. Да, вот таким образом, чтобы информация в тенях еле-еле читалась, но все-таки оставалась заметной. Далее добавим немного структурки, я думаю, что 5 будет достаточно. К базовым настроечкам мы еще с вами вернемся, а теперь залазим в кривую. Итак, нам нужна кривая RGB, вот она, беленький шарик. Работая в кривую, не забываем удерживать кнопочку Alt, так ваши движения будут более точные, более ювелирные. Итак, приподнимаем точку черного повыше, где-то примерно на 2/3 вот стороны вот этого квадратика. Вот, чтобы наша фотография стала такая, ну, практически бледная. После этого двигаемся немного вправо, фиксируем точку, которая находится примерно у нас вот здесь, с правой стороны квадрата, который находится в сетке гистограммы. И выставим точку черного немного повыше, чем левая точка. Далее хватаем среднюю точку и ведем ее вверх, но не доводим до конца, оставляем чуть-чуть ниже ее первоначального значения. Теперь слегка опускаем точку белого. Добавляем еще одну точку между двумя крайними точками и сделаем кривую чуть-чуть ровнее. Вот таким вот образом. Таким образом мы получили вот такую интересную матовую картинку. Итак, друзья, двигаемся дальше, переходим в красный канал. Удерживая кнопочку Alt, зажимаем точку черного, двигаем ее немного вправо и останавливаемся на значении 5. Все, больше мы здесь ничего не делаем. Зеленый канал мы пропустим, мы сегодня с ним работать не будем, переходим в синий канал. Синий канал у нас отвечает за холодные и желтые оттенки, и мы здесь будем делать легкую холодную тонировку. Итак, друзья, удерживая кнопочку Alt, мы с вами хватаем точку черного в синем канале и тянем немного вверх,
пока значение у нас не дойдет до 6. Вот здесь вот выход должно быть 6. И как вы заметили, у нас тени моментально заполнились таким красивым синим цветом. И давайте мы теперь среднюю точку слегка опустим вниз, прям чуть-чуть. Вот значение 128 на 130 координаты этой точки, я думаю, будет достаточно. После того, как мы поработали с вами с кривой, давайте мы вернемся в базовые настройки, сделаем экспозицию чуть-чуть поярче. Я думаю, даже прям посильнее. Наверное, где-то в районе 1.24 я остановлюсь. Давайте также слегка добавим контрастности. Я думаю, что значение плюс 20 меня устроит. Итак, мы с вами получаем такую сочную контрастную фотографию, но это еще не все. Мы с вами будем сейчас работать в цветокоррекции, и поэтому переходим в панель HSL. Итак, друзья, давайте мы красный тон сделаем слегка потеплее. Уведем его в сторону оранжевых оттенков и остановимся где-то на плюс 15. И вот тут у нас красный стал такого огненного цвета. Именно такой цвет используют в этом фильме. Теперь, друзья, оранжевый и красный сблизим вместе. Итак, ползунок тональности в оранжевом уводим влево, но немного, где-то буквально на минус 6. Больше делать не стоит. Если у вас на фотографии модель, то цвет ее кожи будет слишком розовый. Минус 5, минус 6, может быть даже минус 4, этого будет достаточно. Теперь давайте подрегулируем желтый. Желтый уводим также в сторону оранжевых оттенков, где-то примерно на минус 24 я остановлюсь. Таким образом, все три цвета, красный, оранжевый, желтый, мы немного приблизили, сделав их похожей тональности. И теперь они в цветовом круге у нас находятся ближе друг к другу. Итак, друзья, зеленый мы, пожалуй, пропустим. Переходим цвет морской волны или аквамарин. И теперь двигаем его вправо, где-то на значении, наверное, плюс 60. Я, пожалуй, остановлюсь. Теперь, друзья, смотрим на синий и тональность синего уводим в сторону аквамарина. И делаем это посильнее, чтобы наш синий стал более аквамариновый. Я думаю, что значение минус 24 будет достаточно, иначе дальше он будет слишком зеленый. Теперь поправим фиолетовый. Также фиолетовый вводим влево где-то примерно на минус 35. И пурпурный, пожалуй, у нас его тут особо нет. Давайте мы сделаем его потеплее. Это нам пригодится потом для пресета. Я думаю, что плюс 60 это будет самое то. Теперь, друзья, переходим в следующие параметры и поработаем с насыщенностью цвета. Итак, насыщенность такого красного, конечно же, нам не нужна. Я думаю, что где-то минус 35 красный мы приберем. И также убавим немного оранжевый. Я думаю, что где-то минус 30, наверное, будет достаточно. Желтый приберем посильнее. У нас с вами уходят паразитные цвета на асфальте, на стенах. Нам он, собственно говоря, не особо и нужен. Минус 85. Давайте уберем также зеленый. Я думаю, что где-то на 80 будет достаточно. Теперь, друзья, прижмем мы также с вами аквамарин, цвет морской волны, но посильнее. Я думаю, где-то минус 65. Пожалуй, да, 65. И также приберем синий. Синий приберем посильнее. Где-то, наверное, минус 70. И давайте также прижмем с вами фиолетовый посильнее на минус 80. И пурпурный где-то примерно на 70 будет достаточно. Давайте теперь прижмем желтый. Он у нас слишком светится. Мы его сделаем слегка потемнее. Я думаю, что где-то минус 20 этого будет достаточно. Дальше уже могут появляться нехорошие артефакты. И также потемнее сделаем с вами красный цвет. Где-то минус 10. Да, вот такой цвет мне нравится больше. Теперь давайте еще раз с вами разок нырнем в базовые настройки. Сделаем фотографию немного покрасочнее. Где-то плюс 25. И слегка я добавлю насыщенности. Тем самым мы компенсируем то, что мы сделали в HSL, убавив цвета. Но тем не менее саму картинку сделаем более сочную, более такую постерную. Итак, красочность 25, насыщенность 15. Такой цвет фотографии меня вполне устраивает. Давайте, друзья, теперь опустимся совсем вниз. И да, друзья, по традиции, конечно же, вы можете забрать пресет, который я наретачил в этом видео. И я, как правило, в конце своего видеоролика говорю, где он будет лежать. Ну, потому что интересно оставлять его под другим видео, для того, чтобы особо ленивые смотрели все-таки и учились ретачить. Они просто заходили и забирали пресет.
И вот в этом видео я такую пасхалочку оставляю не в конце видео, а в середине. И поэтому ты можешь забрать пресет вот под этим видеороликом. А мы продолжаем. Кликнем здесь «Удалить хроматические аберрации». Добавим немного резкости, я думаю, что значение где-то 65 будет достаточно. Не забываем, что мы работаем все-таки с женским портретом, и излишняя резкость, излишний перешарп нам совсем здесь не нужен. Перейдем в эффекты и добавим немного виньетки. Итак, значение я утаскиваю влево где-то примерно на минус 20. Теперь давайте поиграемся с центром. Центр, пожалуй, я подвину полностью влево на минус 100. Скругление я полностью сделаю на плюс 100. И растушевку я сделаю где-то на 90. Вот такая виньеточка мне нравится больше. Теперь, друзья, переходим в цветокоррекцию и добавим немного изюминки в нашу фотографию. Итак, выбираем с вами тени. Насыщенность я сразу сделаю где-то, ну пусть будет на 12. И теперь давайте подберем тонировочку, чтобы она была похожа на ту, которую мы видели на постерах и в фильме. И вот на такой тонировочке я, пожалуй, остановлюсь. Итак, 198, те самые такие еле заметные синенькие оттеночки в тенях. Отлично, то, что нужно. Теперь давайте перейдем в цвета. Средние мы с вами трогать не будем. Итак, в цветах у нас есть с вами два варианта. Ну, во-первых, мы с вами можем сделать теплые оттенки, как в фильме. Например, выставить где-то примерно 42 тон и добавить насыщенность. И как вы видите, у нас белый становится таким цветом топленого молока. И такое мы часто видим в фильмах. Но в нашем случае все-таки я хочу создать градиент, который будет состоять из легкого синего и на противоположной стороне розового цвета. Чтобы нам сразу не перестараться и, как мы знаем, глаз может замылиться, давайте мы не будем делать насыщенность в цветах более 25. Этого точно будет достаточно. И теперь уводим тон вправо. И подбираем розовые оттенки, которые у нас находятся где-то на значении примерно 310-311. Вот таким вот образом. Ну что, друзья, чем не постер? Ну и, конечно же, как всегда, не забываем подрегулировать баланс белого, который можно сделать чуть-чуть потеплее и добавить немножко жизни в эту фотографию. 4903 по Кельвину. И давайте посмотрим, что мы сможем сделать с оттенком. Давайте оттенок я как раз, пожалуй, уберу немного влево, буквально на 2 значения. Вот таким вот образом. Итак, фотография готова. Давайте посмотрим, какое изображение у нас было до ретуши и какое стало после. До, после. Ну что ж, по-моему, получилось с настроением и очень даже неплохо. А на этом, друзья, все. Если ты хочешь поддержать канал, то лайк будет лучшая награда и помощь в продвижении моего контента. И да, не забудь подписаться, чтобы не пропустить полезные, интересные видео по обработке фотографий. Итак, с вами был Серджио. Желаю вам творческих высот, красивых фотографий, крутых обработок. Всем пока и до новых встреч!